привет! Ну вот и наступило 3 ноября, закончили выгрузку во Вьетнаме, готовим судно к отходу, мост уже подготовлен, уже вот подходят буксиры, ну и идем на швартовку. Уже половина 6 утра, Лосман опоздал немножко, вот буксиры стояли полчасика. Сейчас идем крепить, матросы уже на месте, подготовили выгрузку, уже кинули ее на буксир, но ребята спят. Эй, с добрым утром! Так, предрассветные часы, сонный порт, докричались, вышел сонный вьетнамец, получил выброску. Ну и сейчас будем выбирать буксирный канат. Крепим между первым и вторым трюмом. У нас здесь есть лебедки. Будет не так сложно, как со вторым буксиром. Ну все. Закрепили. Идем на второй буксир. Сейчас, конечно, будет у нас посложнее задача. Но мы справились. Буксирный конец на Болларде. Выбирали вручную, лебедки там нету. 2 матроса и я. Так себе удовольствие, но помогает проснуться. Уже скоро рассвет. И начинаем отшвартовку. Получили команду от капитана. Начинаем ослаблять прижимные. И сейчас будем отдавать хедлайны. Все, ослабили хедлайны, но не могут пока работяги снять концы с Болларда. Ослабили продольные. Сейчас прижимные. Ждем. Боцман рукой машет. И второй матрос. Настроение поднялось, все проснулись. Ну все. Начинаем выбирать прижимные. Их отдали первыми. С продольными все еще борются. Все, отдали хедлайны. Начинаем поднимать их на бок. Красота! Остались шпринги. Бежим, бежим. Так, что тут у нас будет? Снимут с первого раза. Не, всего 2 человека, я думаю, что не справятся. Концы тяжелые. Вьетнамцы небольшие. Думаю, сейчас будут звать подмогу. Не-не-не. Точно нет. Ну да, вот. Приехала скорая помощь. Вчетвером справились. Отлично. Все. Последние шпринги выбираем на палубу. И судно отшвартовано. Сейчас оттянут нас буксиры от причала и начнем разворот. В прошлый раз при отходе поворачивали нос влево, делали полный круг. Сейчас посмотрим. Понемножку отходим. Стоянка, конечно, была очень тяжелая. Стояли мы почти неделю, при этом 4 дня отстояли, надвинулся тайфун, отходили экстренно, потом заново швартовались, все время были проблемы
со швартовыми концами. Потеряли мы 9 швартовых, порвало. Но наконец-то мы выходим. Так, мастер попросил доложить ему, когда пройдем оконечность причала. Скорее всего, будем разворачивать нос вправо. Бонусный таймлапс, вид с мостика в ускоренном виде. Вот как раз момент поворота. И на выход. Сейчас подходит лоцманский катер. Готовят трап. И лоцман уже покинул судно. Вперед на Китай, Шанхай. Жди меня. Ну что, дневная вахта. 3 ноября. Удачно отшвартовались. Заступили на вахту. Сейчас проходим Парасельские острова. Далее идем через Тайваньский пролив. Ну и на Шанхай бросим якорь и, может быть, на следующий день в док. Небольшой трафик, скорость совсем упала, сильное встречное течение. И портится погода. Сейчас ветер у нас пока в районе 30-35 узлов. Но надвигается следующий ураган. Образовался уже в районе Филиппинских островов. Идет на нас. Вот, на палубе у нас идет замывка крышек трюмов. Нужно успеть до конца перехода все закончить, потому что в доке будет очень много работ. Будут полностью красить и отбивать ржавчину, подготавливать полностью трюма. Так что нужно будет все нам успеть. Очень устали, конечно, все. Почти 2 недели мы стояли во Вьетнаме, 6 через 6. Постоянные авралы, постоянные проблемы с погодой, течение. Но что же делать? Работа у нас такая. Ну что, 4 ноября. У нас все так же Южно-Китайское море, Парасельские острова. Скорость 4,5 узла. Очень сильное встречное течение. Картина не меняется. Дожди. Погода портится. Идет у нас смена балласта. Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас по работе первые 2 трюма. Все так же идет замывка. И смена балласта. Практически закончили. Вот сейчас у нас 8 и 9. Должны мы перенабрать 300% от объема по требованиям смены балласта. И останется только Afterpeak. И в принципе мы готовы. Только правда с такой скоростью придем мы числа 12, если не позже. Ну а в следующей части видео нас ожидает шторм в Тайваньском проливе и сумасшедший трафик на подходе к Шанхаю. Так что не забываем подписаться и до новых встреч!